Привет, друзья! Вы на канале Алга Петербург. Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, привет! Это наш Суперблиц. За 10 минут мы расскажем вам самые интересные новости, которые мы нашли в сети. Итак, предпродажа билетов на «Довод». Это фильм. Да, в России составил 11 миллионов рублей. Ух ты, значит, еще не все деньги у россиян закончились за время карантина. Да, это настоящий рекорд. И, кстати, фильм уже вышел, его можно уже сейчас смотреть. Классный фильм. Вообще, мне кажется, что наконец-то вот мы дожили до того времени, когда фильмы это стало настоящими произведениями искусства. Ну, я слышал, что его сравнивают с фильмом «Начало». Это один и тот же режиссер. Ну тогда я с большим удовольствием поспешу в кинотеатр. Но перед этим прочитаю вам следующую новость. В субботу, 5 сентября, во Франции в зале Sienne Musical состоялась запись оркестра для песни «Love is not over yet». А значит, друзья, недалек тот час, когда шедевр от мистера Флавьена, Афанасьева и Димаш Кудайбергена уже прозвучит. Да, друзья, еще на один шаг стала эта песня для нас ближе. Ну, Саш, кстати, а вот что ты знаешь про Францию? Я знаю, что там есть Эльфелева башня. Я знаю, что там... Эльфелева? А как правильно? Эйфелева. Эйфелева башня, кофе, круассаны и парижский шарм. Я думал, ты сейчас скажешь и француженки. Ну, это само собой разумеется. Следующая новость от тебя. Значит, в то время, пока голливудское кино идет семимильными шагами, в Венеции состоялось открытие 77-го Венецианского кинофестиваля. Ух ты! Это настоящее культурное событие. Вы знаете, что Санкт-Петербург тоже очень часто называют Северной Венецией. Вот. И я слышал, что у нас тоже периодически проводят какие-то кинофестивали, но не настолько громкие, к сожалению, как в Венеции. Да. И вот, кстати, вот Димаш Канатович, он уже был на Каннском кинофестивале. Вот. Если бы у нас в Питере был бы такого же масштаба фестиваля, я думаю, что у нас бы тоже был бы шанс еще раз пригласить в гости великого певца. Слушай, ну смотри, Венецианский кинофестиваль — это же фестиваль, который проходит в Европе, и значит там теоретически мог бы быть представлен фильм «Creator the Past». Теоретически да, но там представлены были... Кстати, открыла лента, значит, этот фестиваль, лента «Фамильный узел» режиссера Даниэле Лукетти. Ничего из названия. Итальянец, ну, тоже итальянский. Тоже итальянский. Да. Конкурент. Конкурент, да. Ну что делать? Поживем увидим. Всего 60 кинолент из 50 стран мира. И, кстати, есть и из России. Ух ты! Это фильмы «Конференция» Ивана Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева. Ну, раз уж ты заговорил про киношедевры российского производства, я бы тоже хотел тебе рассказать про новость из России. Фильм «Спутник», снятый российским режиссером Егором Абраменко, возглавил американский топ-5 iTunes и получил небывалый успех у зрителей из США. Также сообщается, что лента стала дебютной для Абраменко. Саша, это моя новость. Ну вот видишь, как я у тебя ее перехватил. В главных ролях снялись Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук. Пользуясь случаем, хочу намекнуть главному режиссеру телеканала «Хабар», что лысые приносят удачу. Это ты намекаешь на то, чтобы тебя вставили в новую часть в фильме о Димаше, да? Почему бы нет? Ну ладно. Не, я-то уже свое выступление сделал. Ну, конечно, правда, мне тут сказали, что я тут узнал, что, оказывается, 1 секунда — это слишком мало для портфолио. Да, помнишь, мы хотели отправить твой дубль Арнольду Шварценеггеру, который сейчас тоже находится в поисках. Ну, хотя бы ответил, да? Вот это значит, что мы на правильном пути. Ну, раз ты мою новость забрал... Кстати, фильм «Спутник» я посмотрел. Я его еще смотрел до того, как он стал вот мейнстримом. Заслуженно, Вань? Слушай, клевый фильм, такой атмосферный, про любовь. Причем про любовь такую нестандартную. Да? Ты заинтриговал. С инопланетным разумом. Ух ты.
Слушай, вот фантазии режиссера, что творят. Раз ты забрал мою новость, я тогда прочитаю другую. Надеюсь, не расстрою наших зрителей из Латинской Америки и вот тех, кто не сильно знакомы с такими великолепными исполнителями, как Верка Сердючка. Потому что Верка Сердючка выпустила новый альбом впервые за 12 лет. Ух ты! Вот это уже... Хотя, наверное, знает Верку Сердючку, потому что он же участвовал в Евровидении. Ты знаешь, эта новость серьезно может поменять рынок развлечений и свадеб, потому что ни одна свадьба в России не обходится без песен Верки Сердючки. Ну, новость прекрасная. Будем ждать песен с этого альбома. А я хочу, раз уж мы заговорили про новинки, Вань, Димаш в Инстаграм приглашает всех к просмотру нового клипа своего друга и учителя, композитора Игоря Яковлевича Крутого. Песня называется «Ветка каштана». Угу. Ну, будешь что-нибудь добавлять про то, что лысые рулят там или что-то такое? Мне порекомендовали эту песню исполнить в прямом эфире на нашем стриме в Инстаграм. Я уже активно начал готовиться, поэтому не пропустите наш следующий стрим. Что, все-таки споешь? Спою. Друзья, пользуясь случаем, предлагаю вам подписаться на наш Инстаграм, потому что в пятницу будет премьера песни. Там же, может быть, и Верку Сердючку зацепим. Кстати, у нас же еще есть Телеграм, в который мы будем публиковать очень много интересных материалов, бэкстейджа из нашей самой лучшей студии. И что еще? А еще у нас есть Яндекс.Дзен, друзья. И если вы любите читать, обязательно заходите туда. Там очень интересные статьи, исследования. У нас там много авторов. Там есть и статьи от Людмилы Владимировны Мамызиной. И есть еще статьи, которые... Какие статьи? Которые вы хотите нам прислать, но стесняетесь. Мы ждем новых авторов, поэтому присылайте ваши работы, они тоже там появятся. А еще, Саша, у меня есть новости, тоже вот... Ну, они не сильно вот близко к каннским разным веткам, но это тоже связано с кинематографом, потому что вышла очень интересная передача на нашем канале «Алга Петербург», точнее даже две. Одна вышла про Петербург, но что-то мало как-то людей посмотрело. Наверное, все-таки надо еще поработать. Сначала людей нужно накормить. Да. И вот как раз вторая передача, она про что? Про наши кулинарные таланты. Мы там, друзья, готовим по вашим рецептам. Да, там мы забавляемся с высокомолекулярной кухней. Так что оцените наш труд, нам очень интересно знать ваше мнение. Итак, самое время почитать комментарии. Таш Бинович АС пишет: «Весь мир должен благодарить Димаша лишь за то, что, слушая его, женщины становятся менее сварливыми. И это огромный вклад в развитие человечества». Мубарак 111 пишет: «Привет из Алматы. Когда же подключите монетизацию? Надо же подключить быстрее, а то закончится карантин, а вы не сможете приехать на концерт Димаша». Видишь, как заботится о нас наш уважаемый Мубарак. Работа в этом плане ведется так же успешно, как и поиск спонсора. Спасибо. Друзья, до встречи в наших следующих выпусках. Пока. Пока.